Привет всем! Почти закончил санузел. Осталось подключить стиральную машину. Вот ее привезли. Сейчас мы ее с вами будем подключать. Ну, вот такой у нас бюджетненький совсем санузел. Ни одного бордюра, ни одного декора. Вентилятор этот вент, по-моему, называется. Очень шумный, конечно. Я бы такой не советовал покупать. Но он дешевый, поэтому его и взяли. Полотенчик неплохой. Термоминус. Я такой уже подсоединял. У него есть возможность от розетки, а есть возможность провод напрямую вот в этой трубочке идет сразу из стены. Но здесь люди захотели, чтобы у них он от розетки был. Ну все, давайте подсоединим стиральную машину. Теперь ее нужно освободить от транспортировочных болтов. Канализацию я обычно привязываю к этой проволоке, чтобы был своего рода гидрозатвор. Из этого клапана канализационного я выкидываю пружинку и шарик. Они нужны, пока стиралка не подсоединена, чтобы запах с канализации не шел. Но у меня был как-то случай, я его оставил. Ну, правда, там вот этот был железный. И где-то через месяц или через два мне позвонили, сказали, что стиралка не работает. И когда разобрали клапан, эта вся пружинка была в мусоре. Поэтому лучше не рисковать, убрать ее сразу. А стиралку запустить просто сейчас, чтобы вода в шланг попала и запаха и так не будет идти. Ну и осталось установить ее на антивибрационные подставки.
Ну вот так она у нас будет стоять. Ее, конечно, можно было бы сюда сдвинуть ближе, если бы вот эти все примочки перенести на видимую часть. Но у них здесь будет шкафчик сейчас стоять, буду собирать его. Поэтому придется смириться с этой щелью. Ну или положить что-нибудь сюда. Да, надо сразу краник открыть. Все. Ну что, осталось убедиться, что все подключено. О, блин. Все работает. А сколько времени будет идти? Что-то я не вижу. Быстро. Может, это пауза. Ладно, это уже не суть. Разберемся. Полотенчик у нас такой. Неплохой полотенчик. Разобрался я, как ей пользоваться. Вот запустил на самую минимальную. Быстрая называется. 14 минут. Мне интересно при отжимании, как ее будет колбасить, не будет. Поэтому подождем. А вот и отжим пошел. Сколько у нас тут? 800 оборотов. Хотел выше сделать, но, видать, в этом режиме выше нельзя. Максимум 800. Ну что, стиралку не колбасит. Идеально. Ну ладно, все, до свидания.